Голова Джейсона резко закружилась после того, как его встряхнул громкий хлопок, раздавшийся снаружи. Подозрительно. Он попытался разобраться в неожиданном звуке, учитывая, что их самолет только недавно взлетел. Когда член экипажа ворвался в кабину, сердце Джейсона забилось быстрее, поскольку он продолжал размышлять о том, что могло произойти. Он торопливо взглянул на своего второго пилота с тревожным выражением лица, поскольку устрашающая стая птиц, казалось, бесплодно гонялась за ними и непрерывно клевала самолет. Их настойчивость была поистине поразительна. Джейсон пытался отогнать птиц, соблюдая особую осторожность, так как попадание хотя бы в один из двигателей могло подвергнуть их опасности. Его сердце колотилось, когда он маневрировал вокруг птиц, обеспечивая покой в самолете и обеспечивая их безопасный полет. Он знал, что это был вопрос жизни и смерти. Любая птица, столкнувшаяся с самолетом, могла привести к падению всего самолета. К сожалению, ему не везло, казалось, что чем сильнее он пытался согнать птиц с самолета, тем агрессивнее они становились. Он понятия не имел, что заставляло их вести себя так враждебно, но это становилось серьезным препятствием для его прогресса и, казалось, было единственным препятствием на его пути. Он попытался решить проблему, но что бы он ни делал, казалось, ничто не остановит птиц от нападения с непоколебимой агрессией. Пассажиры на борту самолета начали испытывать глубокое чувство страха, не зная, что вызывает внезапные падения и неожиданные повороты самолета. Выглянув в окно, они увидели нервирующую сцену. Это выглядело так, как будто они перенеслись в фильм Хичкока, где большая стая птиц затопляла небо, драматически заявляя о своем присутствии. Несмотря на то, что это было уникальное зрелище, пассажиры не могли не испытывать паранойю по поводу своего затруднительного положения, не в силах определить, почему их путешествие было прервано так внезапно. Джейсон понял, что ситуация ужасна, когда набрался смелости и объяснил пассажирам, что причин для беспокойства нет. Он просто не знал, что заставляет птиц вести себя так странно и как заставить их остановиться. Несмотря на свою неуверенность, он сохранял уверенность в себе, усердно работая над тем, чтобы все были в безопасности. Джейсон знал, что ему нужно обратиться к диспетчеру полетов, чтобы выяснить, какие у него есть варианты, которые, как он чувствовал, быстро сокращались, потому что птицы подлетали так близко, что казалось только вопрос времени, когда они действительно могут столкнуться с самолетом. По мере того, как количество птиц начало увеличиваться, они также стали громче и устрашающе приближаться. Но как бы он ни пытался связаться с людьми из управления полетами, ему это никак не удавалось. Он застрял в опасной ситуации, когда группа диких птиц с каждой минутой становилась все более и более агрессивной. Пассажиры самолета были ошеломлены зрелищем, отражающимся в их окнах. Тысячи птиц затуманили вид, погрузив их в кромешную тьму и создав напряженную атмосферу. То, что должно было быть спокойным полетом, превратилось в жуткий опыт, когда все глаза были прикованы к освещенным окнам, пытаясь мельком увидеть внешний мир. Не было выхода из ошеломляющего ощущения, и пассажиры были окутаны сверхъестественным присутствием. Путешественники были полны страха и смятения, некоторые даже всхлипнули. Джейсону пришлось действовать быстро. Он был в гонке со временем, и ему нужно было учитывать каждое мгновение. Путешественники были в состоянии паники, некоторые проливали слезы страха и отчаяния. С поспешностью и настойчивостью Джейсон действовал, чтобы у путешественников больше не было страха или беспокойства. Каждое мгновение было для него драгоценно, и он чувствовал, как все были напуганы. Он должен был убедиться, что его попутчики больше не пострадают. Ставки были высоки, Джейсон должен был удерживать самолет в воздухе, а также не допускать его слишком быстрого подъема, поскольку каждое увеличение высоты могло поставить под угрозу безопасность пассажиров. Ему пришлось выполнить деликатное балансирование, сумев одновременно запугать птиц и обеспечить безопасность тех, кто находится на борту самолета. Кроме того, самолет начал снижаться из-за большого количества присутствующих птиц. Увидев близлежащее здание, Джейсон почти всхлипнул. Пока они зависали над городом, Джейсон действовал быстро, целенаправленно и безопасно направляя самолет к открытому пространству далеко внизу.
К счастью, его мастерство и знания пилота гарантировали, что никому не будет угрожать опасность, когда самолет улетит прочь от мегаполиса. Он понял, что бесполезно пытаться набрать высоту. Ему пришлось вернуться в аэропорт и поставить самолет на взлетно-посадочную полосу. Но когда он спрашивал себя, как он собирается это сделать, он чувствовал, что в его уме возникает миллион вопросов. Он знал, что это будет нелегкая задача, однако был полон решимости. Должен был быть способ выполнить эту миссию, и он был полон решимости найти его. В конце концов, Джейсону позвонили и сказали развернуть самолет и направиться к ближайшей взлетно-посадочной полосе. Управление полетами приказало им перенаправиться в меньший аэропорт, который был ближе к их текущему местоположению. Недолго думая, Джейсон немедленно развернул самолет и маневрировал как можно быстрее, не подвергая никого опасности. Он отнесся к ситуации с предельной внимательностью и осторожностью. В мгновение ока он смог развернуть самолет, убедившись, что все пассажиры на борту живы и здоровы. Теперь все было по-настоящему опасно, сбив нескольких птиц поворотом самолета, и это, казалось, только еще больше взволновало птиц. Уровень опасности быстро возрастал, и скорость полета, казалось, ускорилась, когда птицы отреагировали. Поскольку птицы продолжали наносить удары по конструкции, в окнах начали появляться крошечные трещины. Ситуация становилась все опаснее. Им нужно было выбраться оттуда. Джейсон вздохнул с облегчением, услышав новость о том, что аварийные службы уже направляются на взлетно-посадочную полосу. Однако он знал, что их прибытие зависит от его способности безопасно направить самолет в указанное место. Имея это в виду, Джейсон понял, что его единственная ответственность заключалась в том, чтобы убедиться, что он сможет добраться до взлетно-посадочной полосы без каких-либо происшествий. Бремя этой ответственности тяготило его, и он знал, что жизни всех на борту были в его руках. Единственная надежда на получение помощи заключалась в том, чтобы выжить в предстоящем опасном путешествии. Джейсон знал, что должен приложить все возможные усилия, чтобы избежать крушения самолета. Однако ситуация стала еще более сложной, когда они приблизились к сельской местности. Как только они покинули город, Джейсон заметил, что последний участок взлетно-посадочной полосы начал разрушаться. Птицы, казалось, вылетали из окружавшего местность густого леса, влетая и вылетая с нарастающей скоростью. По мере того, как они продвигались дальше, дела становились все хуже и хуже, что поднимало вопрос о безопасности их путешествия. Как только птицы увидели самолет, они инстинктивно устремились к нему. Джейсон наблюдал с растущим чувством беспокойства, чувствуя, что ситуация может легко перерасти в опасный сценарий. Он не мог не думать, что шансы были не в их пользу, и риск того, что что-то пойдет не так, казался все более неизбежным. С каждым мгновением птицы, казалось, становились все более агрессивными в погоне за самолетом, усиливая опасения Джейсона. Сердце Джейсона упало, когда он увидел, как птицы приближаются к двигателям, атакуя самолет все чаще. Ситуация ухудшилась, и Джейсон знал, что любое повреждение двигателей может иметь катастрофические последствия. Поскольку Джейсон был полностью предан задаче посадки самолета, он услышал мощный удар, и он инстинктивно понял, это означает, что самолет не направляется на долгожданную полосу. Конечно, такое количество летающих вокруг птиц не стало большим сюрпризом для Джейсона, он знал о рисках, которые это представляло. Действительно, если бы хоть одну из птиц засосало в двигателе, это было бы катастрофой. Джейсон крепко жал руль, когда самолет начал трястись, чувствуя, что пытается уцепиться за хоть какое-то подобие контроля. Окруженный испуганными пассажирами, самолет начал терять высоту, вызывая у них панику, крики и вопли от страха. Наихудший сценарий, который представляли себе многие пассажиры, стал печальной реальностью прямо за окном, они увидели ревущее пламя из двигателя. Пока самолет продолжал свой полет, пламя было безошибочным признаком того, что на борту не все в порядке. Страх и паника были ощутимы, и пассажиры сидели в шоке, ожидая, что же произойдет. Сердце Джейсона сильно стучало в груди, когда он стоял в напряженной концентрации. Все звуки отошли на задний план, пока он обдумывал свой следующий ход.
теперь не было пути назад. Его стратегия начала разворачиваться перед ним, как неуловимый туман, и вскоре он понял, что решительно следует ей, его мысли были ясными и сосредоточенными. Джейсон отчаянно искал решение и долго думал. Он был полон решимости придумать что-нибудь, и его последняя попытка была его единственным выходом. Он глубоко вздохнул, так как это была его последняя попытка, и сделал прыжок веры. Он надеялся, что его идея увенчается успехом, так как это была его единственная надежда на решение этого вопроса. Джейсон столкнулся с неожиданной проблемой – спасательная посадка. Хотя он слышал об этом только в своих учебных симуляциях, у него никогда не было возможности попрактиковаться. Он знал, что это будет отличаться от всего, с чем он сталкивался раньше. Он считал своим долгом следить за тем, чтобы все на корабле были в безопасности, и неукоснительно выполнял свои обязанности. Он внимательно огляделся и тут кое-что заметил. Он начал двигаться к земле, когда заметил мерцающую лужу воды вдалеке. Он рассчитал, что вполне может совершить посадку в огромном теле жидкости, поэтому он наклонил крылья и начал спуск к нему. Их единственная надежда находилась в таком шатком положении. Неровный участок земли казался их единственным шансом на безопасную аварийную посадку. Однако вероятность разрушения самолета при ударе была очень высока. Джейсон был на грани, когда ему удалось скользить самолетом по поверхности воды. Это была далеко не гладкая посадка, но она спасла Джейсона и самолет от возможного катастрофического конца. Но несмотря на грубое приземление, этого оказалось достаточно, чтобы удержать самолет в целости и сохранности. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.